Здравствуйте, товарищи! Мы в Словении, в городе Новое Место. Это ежегодная конференция завода Adria Mobil. Меня зовут Епифанцев Александр, и в этом плейлисте вы будете знакомиться с новинками модельного ряда 2022 года. И начнем мы, пожалуй, с прицепа каравана, прицепа дачи, как хотите, так и называйте, Alpina 583 LP. Новая для меня аббревиатура. Сейчас будем разбираться, что же такое из себя представляет. Хочу показать вам передний отсек. Здесь кое-что новенькое. Вот справа, видите, органайзер из нескольких коробок. Легко складывать какие-то вещи, а вы знаете, что в путешествии всегда много всего собирается. Шланги, всякие провода, инструменты. Пожалуйста, положили в коробки, закрепили жгутами, и все держится и не болтается. Потому что раньше как-то администрировать здесь вещи было сложно. Просто приходилось наваливать в пакеты в какие-то. Значит, кассета для сбора сточных вод. Обычно она идет опционально. Ну, мы стараемся их комплектовать сразу в любой прицеп. Значит, запасное колесо, конечно же, немаловажно. Ну и инструмент. Как раз, собственно, сам ключ для замены колеса и вороток для выдвижных ног. Два места для установки газовых баллонов объемом по 27 литров или 11 килограмм. Ну, само собой, все проветривается, чтобы вдруг утечка газа не натворила каких-то страшных дел. Все, друзья, закрываем и идем смотреть внутрь. Общая длина прицепа 7 метров с небольшим. К сожалению, не указано это все в спецификации. Ну, ничего страшного. Пойдемте посмотрим, как это выглядит внутри. Входная дверь оборудуется ведром. Мы такое видели уже в автодомах Matrix Supreme, которые в России уже у нас год как продаются. Конечно же, окошко, шторка и замок. Ну, все, как мы любим. Антимоскитная сетка тоже в наличии. И проход в прицеп дачу, конечно же, широкий. То есть заходите легко и свободно. Общая ширина 2,310. И это чувствуется. Смотрите, какую гостиную удалось здесь расположить. Интересные пуфики появились. Раньше такого не было. Вот, видимо, с появлением прицепа Astella и куча всяких инноваций, которые были туда привнесены. Здесь тоже вот в Альпине тоже появляются вот такие интересные вещи. Я предварительно заглянул под эти диваны, там везде пространство для хранения вещей. И вот только здесь, с краешку, располагается небольшая цистерна для чистой воды. Интересная полка у переднего окна. Там, я думаю, хорошо будут смотреться цветочки. Хотите живые, хотите искусственные, смотря на что у вас есть время. Там же я вижу розетка 220 и USB. Розетки для зарядки гаджетов, пожалуйста, положили туда на ночь, и они заряжаются. Интересные подголовники, обратите внимание. Ну, все для того, чтобы здесь как-то самим хорошо расположиться, а может быть даже принять компанию гостей. Вот на входе очень правильно, что есть тумбочка для обуви, пожалуйста, поставили, либо поставили туда тапочки. И тут, видите, не просто площадка, а все-таки кто-то еще может присесть и что-то быстренько с вами обсудить. Может быть, гость, который ненадолго зашел, так скажем, что-то спросить. Сосед по кемпингу, например. Ну что ж, кухня. Кухня. Давайте посмотрим. Большой, действительно серьезный такой модуль удалось вместить, но он не сильно выходит в проход. Это сделано для того, чтобы здесь было больше пространства. Конечно, не для танцев, но проходить и расходиться здесь будет легко. Кухонный модуль дометик. И если помните, в простых прицепах типа Aviva, Altea у нас был такой вот пластиковый вариант крышки. А тут, видите, полноценная разделочная доска. Даже вот прям с маркировочкой Adria. Духовка и огромное множество пространств для кухонных принадлежностей. Документация здесь. И здесь я, наверное, еще не заглядывал. О, видите, такой ящик длинный. В общем, еду, посуду разместить есть куда. Вытяжка, что немаловажно. И здесь
вогнутые ящики. Вот кто-то вот распечатал мебель, сложил сюда пакеты. Хорошо. И еще смотрите, уже пару лет как Adria плотно сотрудничает с IKEA и предлагает в своих интерьерах вот такие вот интересные решения. Для хранения всяких мелочей, специй, может быть, какие-то, сюда можно положить, например, губку для мытья посуды, посмотрите, а крючки, наверное, для полотенец. Узенькое окошко, все очень хорошо смотрится и, конечно, прекрасно здесь вписывается столешница под гранит. В общем, для хозяйки или хозяина, который любит готовить, мне кажется, здесь все хорошо. Холодильник Тедфорд, 190 литров, отдельная морозильная камера. А наверху здесь, дайте угадаю, будет, наверное, нет, думал, что будет телевизор. Можно и кронштейн сюда поставить, который будет выдвигаться, и панель разворачивается в сторону гостиной. Но, судя по всему, наверное, все-таки для микроволновки это пространство прекрасно подойдет. Я вижу, там розетка тоже уже в наличии. 4 крючка вот так вот здесь висят, для того, чтобы, может быть, повесить халат, что-то такое легкое, когда вы пришли. Если не хотите открывать гардероб, то, пожалуйста, вот на крючке повесили одежду. Здесь у нас, судя по всем атрибутам отопления Альдо, ну, это же прицеп Альпина, все для зимы. Находится само отопление вот здесь, в этом закрытом коробе. Оно, в принципе, не требует обслуживания. И мы с вами здесь получаем прекрасное место для сушки одежды после зимних, скажем, развлечений, покатушек на лыжах, на сноубордах. Ну что ж, время показать вам основную спальню и туалетный модуль. Классное зеркало, такой формы стадиона, почему-то мне пришла такая мысль. Здесь, наверное, как это назвать, наверное, такой шкафчик, туалетный шкафчик, наверное, здесь также можно поставить. Знаете, мне кажется, здесь девушка, женщина поставит какие-то свои штучки для красоты, и вот здесь может делать мейкап, макияж. Вот. Ну, туалет и душ мы видим с вами довольно-таки компактного размера. Что-то наподобие, знаете, как мы встречаем в прицепах Adria Action, помните, да, откидной умывальник и за зеркальным фасадом шкафчик для умывальных принадлежностей. Ну, честно говоря, мне это очень нравится, когда в небольшом пространстве все органично работает и располагается, то почему бы нет? Зачем нужен отдельный какой-то выносной умывальник, который здесь будет занимать место, когда здесь все задачи выполняются. Смотрите, можно и душ принять, и воспользоваться туалетом, и умыться. Замечаний к этому пространству у меня нет вообще никаких. Полотенцесушитель, держатель для каких-то других полотенец. В общем, мне кажется, более чем. Спальня отделяется от основного пространства вот такой шторой. То есть, если кто-то решил отдохнуть пораньше, да, лечь спать, пожалуйста, закрылся, и человек может здесь отдыхать. Очень удобные, и вот прям даже прикосновения даже хватает, чтобы понять, что это классный и очень удобный матрас. Значит, под матрасом у нас такая открывающаяся половинка. Здесь мы видим дополнительную подушку, которая нам позволит оборудовать спальное место в гостиной. Кстати, я не сказал, там стол тоже на телескопической ноге, и там могут лечь 2 человека. А здесь мы видим на матраснике вставку и пространство для хранения вещей. И также здесь вот интересный такой момент. Я вижу, что в этом прицепе есть бак для сбора сточных вод и рукоятка для открытия. В принципе, наверное, и все. И очень интересно, друзья, что здесь довольно-таки серьезная система электрики, которая позволяет здесь включать свет, его как-то комбинировать, менять там расположение этих вот фонариков, да, все это может двигаться, настраиваться индивидуально. И, наверное, все это, знаете, создает такое впечатление, что какой-то умный дом. Я вам покажу сейчас пульт управления. И, честно говоря, я зашел и немножко не понял вообще, для чего это столько кнопок. Ну, такой пульт управления автодомом мы уже видели в новых автодомах Adria Matrix Supreme. Все довольно-таки визуально понятно. Лишний раз даже не нужно
клацайте по клавишам, чтобы понять, сколько у вас воды. Все отображается, знаете, как в режиме ожидания. То есть мы видим, что включен или выключен внешний свет, есть питание, температура внутри, температура снаружи. И важные показатели, такие как заполнение цистерны с грязной водой и запас чистой воды. То есть все просто одного взгляда достаточно, чтобы понять об основных данных прицепа на данный момент времени. А справа пульт управления отоплением Alde. Вот эти 8 кнопок отвечают как раз за освещение. Можете включить свет в зоне отдыха, в обеденной зоне, притушить свет и включить там внешний фонарь. Много всего интересного. Ну что ж, друзья, цена мне самому интересна. Надеюсь, она скоро у нас появится. Мы получим прайс-лист и, конечно же, добавим цену от в описании к этому видео. Поэтому заходите к нам почаще, заходите на сайт, пишите вопросы в комментариях. С удовольствием будем отвечать. Меня зовут Епифанцев Александр. Смотрите наш канал, подписывайтесь. До новых встреч. Пока.